В этом ролике я дам советы по выбору жизненного пути после школы, поделюсь своим опытом и дам 6 ошибок, которых ты можешь избежать после окончания школы. Ты на канале Развиватор. Погнали! Несколько слов для начала. Друг, понимаю твои сложности. Ты в 10 или 11 классе и по уши загружен подготовкой к ЕГЭ. Устал от нотаций родителей, кучи репетиторов, секции. Возможно, ты в полной растерянности и не знаешь, что вообще делать, куда пойти после школы, как жить. В конце школы я тоже хотел отдыхать, встречаться с девчонками, жрать всякую дрянь, наслаждаться жизнью и шпилить в игры. Но в то время страх был моим главным мотиватором, как и для многих парней на постсоветском пространстве. Ты понимаешь, о чем я. Я увлекался наукой, технологиями, историей, играми и кучей всего разного. Но я не мог найти альтернативу поступлению в родительский вуз на инженера. Оценив свои действия до поступления и после универа, прихожу к выводу, что сделал массу косяков и по большей части после универа. Главная мысль ролика будет такой. От того, как ты проведешь первые годы жизни после школы, будет зависеть большая часть твоей жизни. Теперь перейдем к основным ошибкам, часть из которых совершал и я. Ошибка 1. Не слушать себя. Помню один случай из школы. Одноклассница жаловалась на родителей, мол, те хотят отдать ее на экономиста, а она интересовалась ландшафтным дизайном. В конце нулевых престижные направления у одноклассников были связаны с финансами, госслужбой, а также юридической сферой. Многие одноклассники в результате поступили туда, куда им указали родители. Те же, кто сделал выбор самостоятельно, оказались в меньшинстве. Ошибка заключается в том, что мало кто изучает вообще свои наклонности, прислушивается к внутреннему голосу. Возможно, ты не обращаешь внимания на свои сильные и слабые стороны, не замечаешь интересов и доверяешься авторитетам. Совет такой. Пройди психологические и профориентационные тесты онлайн или на бирже труда. Я сам их проходил в свое время. К школьному психологу идти не советую, так как он может слить информацию о тебе и твоих намерениях или слабостях работникам школы или родителям. По своему опыту скажу, что лучший психологический тест для меня оказался 16-факторный опросник Кеттала. Он существует в разных вариантах, правда, долго проходится, около 2 часов. Но поверь, это годный инструмент для самоанализа. Поищи его в сети и приходи раз в полгода-год. Есть такое выражение – генералы готовятся к войнам, которых уже не будет. Суть в том, что авторитеты, которые дают четкие советы, куда поступать, давно отучились и построили свою жизнь, и у них нет точных представлений о том, каков будет рынок труда в стране через 5 лет. Добавлю, что и статус авторитета – штука крайне субъективная. Для кого-то авторитет – это Михалыч с гаражей, а для кого-то Моргенштерн или даже профессор математики. Сложность заключается в том, что не слушать советы старших совсем неверно. Слушать каждого встречного и каждого друга семьи, например, бабушку подруги или автора статьи на Дзене, будет тоже неправильно. Могу посоветовать 2 вещи. Первое. Послушай нескольких старших и раздели их условно на крутых и не очень. Сделай заметки и сравни, в чем разница. Пойми, какие ошибки в выборе после школы и по жизни они сделали, и стоит ли прислушиваться к их советам. Не высказывай прилюдно неуважение к некрутым, будь умнее и не обижай людей. Совет 2. Поищи в окружении старшего, кто схож с тобой в интересах и характере, а еще достаточно успешен, чтобы взять с него пример. Получи у него совет и занеси в заметки, чтобы потом провести свой анализ, когда придет время выбора. Ошибка 3. Не изучать рынок труда. По юности я не особо парился аналитикой, прочими исследованиями рынка труда и поплатился за это. Я забил на какие-то серьезные движения в этом направлении, так как заранее все было решено паханом. Здесь отмечу, что неправильно забить на собственное исследование рынка труда. Да,
Когда учеба закончится, рынок труда, динамика зарплат, безработица могут сильно измениться относительно текущих значений. Понять же, что происходит на рынке и банально, сколько потенциальных вакансий есть в твоем регионе или в регионе переезда, можно за месяц спокойной работы, по часу в день. Все, что тебе нужно – желание, Excel или Google таблицы и доступ к актуальной инфе из статей и аналитических обзоров сети. Советую не копировать себе в таблицу инфу с различных говноканалов, Дзене, форумов и прочей ерунды, а взять статьи из приличных изданий типа «Ведомостей», Forbes и других. Высшим пилотажем будет здесь зайти на сайты Минтруда и прочих смежных ведомств. В конце концов, ты можешь собрать инфу с сайтов поиска работы, например, HeadHunter. Исследования можно показать учителю, с которым сложились доверительные отношения, или родителям, которые не обругают тебя за излишнюю инициативность. Поверь, если прокачаешь навык самостоятельной аналитики, то будешь на голову выше других работников, которые не могут или не умеют делать несложные, но полезные исследования на коленке, даже в банальном Excel. Ошибка 4. Не готовься заранее. По этой ошибке я коротко скажу, что крайне неправильно думать в конце 9, в начале 10 класса, что у тебя вагон времени и ты все успеешь. Как правило, родители перегружают своих чад и дают непосильную ношу в виде репетиторов, курсов, факультативов и прочего. Лично для меня 10 класс был реально самым тяжелым в жизни. Кроме обычных уроков, я штудировал математику, зубрил формулы, оттачивал решения уравнений, ходил на факультативы по русскому и литературе, а еще ходил 3 раза на карате. Боже мой. Через полгода я понял, что реально скоро сломаюсь, и сдав весной на первый и последний поезд жизни, я отказался повторять путь Ван Дамма и полностью окунулся в подготовку к поступлению. От себя добавлю не по тексту, что сдача была реально тяжелая, больше 2 часов. Я тогда просто обалдел. Мне стало стрёмно от того, как ребята сдают на пояса старше. Но поступление было важнее. Итак, идем дальше. То ли в 10, то ли в 11 классе я стал ходить на подготовительные курсы в универ по вечерам. И там снова оттачивал математику. Помню, что нас мучили какой-то страшной тригонометрией, огромными формулами, прочей мутью. Да. Но только потому, что я реально трудился, у меня было достаточно времени, я смог поступить в универ, скажу честно, по секрету, с 3 раза. Вывод простой. Начинай определяться как можно заранее, взвесив все за и против. Ошибка 5. Думай, что ты не будешь учиться больше никогда. В этом блоке я хочу поделиться свежим инсайтом, который я получил, только работая в вузе. Я занимался технической поддержкой различных вузовских мероприятий, конференций, встреч. Гостями этих движух часто были различные ВИПы. Иногда они вещали реально интересные вещи. Например, знаменитый профессор Аузан, декан экономического факультета МГУ. Один вывод с какой-то конференции мне запомнился надолго. Его суть была такая. В современных реалиях человек умственного труда вынужден учиться и переучиваться практически всю жизнь. Иными словами, если еще лет 30, 40, 50 назад наши предки могли выучиться на инженера, бухгалтера или еще кого-то и годами делать одно и то же, то сейчас такая тема, скорее всего, не прокатит. Это связано с развитием IT-сферы, мировой экономики, с появлением кучи новых инструментов, хайп с нейросетями в пример. Проще говоря, для успешной жизни необходимо научиться самому, с помощью вуза или авторитетов самому главному. Научиться учиться и адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке вокруг. Эта обстановка зачастую может быть совсем недружелюбной. Скажу по себе. Я учился на инженера, учился писать сценарии, книги, получил диплом геймдизайнера, пошел с десяток курсов, но занимаюсь сейчас совершенно другими вещами.
Именно способность учиться, работать, адаптироваться, нежелание опускать руки позволят тебе либо преуспеть в жизни, либо хотя бы не опуститься. Идем дальше. Ошибка 6. Будь наивным пирожком. Друг, хочу сразу отговорить от зумерского наивного взгляда на жизнь. Не думай, что она пойдет четко по твоему плану, что сможешь все делать, исходя только из своих принципов, и что все будет хорошо и в розовых соплях. Правда жизни в том, что миром управляет выгода, хаос и ошибки миллионов людей. Твой успех по существу никого не волнует, и даже вчерашние друзья или, не дай бог, близкие могут условным завтра отвернуться от тебя, если ты чего-то добьешься или нет. Если в 18 ты пышешь здоровьем, можешь совмещать качалку и оргии на вписках, то уже через 3-5 лет можно скатиться до уровня старика, овоща или вообще сдохнуть под забором. И не думай, что это прикол или байки брюзжащих 30-летних блогеров. Известный атлет и геймер ЗИС будет отличным примером, ссылка на видео о нем в описании. Заработок и успех, человеческое счастье не вычислить по простой и понятной формуле. Эти вещи не зависят напрямую от таких способностей, как вкалывать на 3 работах, острого ума и личных качеств. Справедливость днем с огнем не найти. Начни задумываться уже сейчас, что тебе может ждать совсем не сладкая жизнь, которую ты себе рисовал. И будь осторожнее, дальновиднее и умнее. Напоследок добавлю, что еще одной ошибкой будет не иметь запасного варианта некого плана «Б» на жизнь после школы. Пока не поздно, продумай несколько стратегий. О них я расскажу во второй части ролика. На этом пока. Жди второй части. С вами был канал о честном саморазвитии «Развиватор». Желаю успеха и помни, в темные времена решает светлая голова.